Здравствуйте, друзья! Сегодня Церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Нам известно, что Церковь установила этот праздник уже с первых веков христианской эры. Поэтому очевидно, что для первых христиан этот праздник был очень важен. Это очень радостный праздник, потому что Рождество Пресвятой Богородицы фактически открывает путь к встрече человека с Богом. Когда мы отмечаем праздник Благовещения, мы говорим о том, что это спасение нашего главизма, то есть начало нашего спасения. А вот Рождество Пресвятой Богородицы – это начало начала. Этот праздник дает нам повод размышлять о величии Пресвятой Девы Марии, но также о ее смирении и о ее святости. Конечно, роль, которую сыграла Пресвятая Богородица в спасении мира, абсолютно уникальна. И ее свободное согласие на ее участие в истории спасения тоже чрезвычайно важно. Думаю, что значимость этого праздника как рождение надежды, как начало надежды для всего человечества, надежда на спасение от греха, от смерти. Бог очень долго готовил человеческий род к боговоплощению. Готовил избранный народ через пророков и через очень много испытаний и искушений, из поколения в поколение, вдоль очень долгих веков. Также он готовил весь человеческий род, потому что и светская история, и, скажем, допустим, мудрости греческих философов, и Пакс Романа, то есть все события античности, они приготавливали приход Сына Человеческого. И в этом смысле мы можем сказать, что Бог заговорил с нами через Сына, когда Тот родился от Девы. Как говорит апостол Павел, когда настала полнота времени, сам Бог к нам обратился через Сына. Но это было благодаря согласию Его Пресвятой и Пречистой Матери, чей день рождения, скажем так, сегодня празднуем. Это как семейный праздник, когда в какой-либо семье празднуется день рождения матери. Это всегда радостный праздник для всех. Как я уже сказал, Бог готовил из поколения в поколение весь человеческий род к боговоплощению. И тогда это означает эта известная фраза апостола Павла о том, что когда пришла полнота времен, Бог воплотился, все это означает, что Пресвятая Дева Мария есть как бы вершина истории человечества. Это чрезвычайно важно. И поэтому в этом празднике предчувствуется спасение. И это означает, что это праздник веры. Это уверенность и предчувствие нашего спасения. С другой стороны, здесь также надежда на ходатайство Пресвятой Богородицы. Итак, это праздник надежды. И, наконец, пример смирения и служения для подражания, который нам дает Пресвятая Богородица, это, безусловно, праздник любви. Так, и веры, и надежды, и любви. И, наконец, то, что, как мне кажется, самое важное. Все знают, что женщина, скажем так, ни во что не ставилась во всей древней античной цивилизации, не только в народе Израиля, но также у греков, у римлян и так далее. Свидетельство женщины в суде фактически не рассматривалось. И, может быть, не все знают, что есть древняя еврейская молитва ветхозаветная, которая говорит: «Благодарю Тебя, Боже, что Ты не создал меня женщиной». С Рождества Богородицы для женщины начинается совершенно новая глава в истории человечества.
Для Бога воплощения Творцу нужно было свободное согласие именно женщины, Пресвятой Девы Марии. И как, говоря о любви и о женской любви, о материнской любви, как не хватает нашему миру, и в особенности нашему веку, как не хватает женственности и не хватает смирения, нежности, кротости. Вот нашему веку со всеми войнами, с насилием катастрофически не хватает именно такой любви, которую нам прежде всего показывает Пресвятая Дева Мария. Также не хватает и кротости, и смирения, и нежности даже в нашей церковной риторике и стилистике. Увы, это очень грустно. Но сегодня, во время праздника Пресвятой Девы Марии, будем действительно стараться подражать ей, в том числе в этом. С праздником, дорогие братья и сестры!